Здравствуйте! В моей мастерской очередные обновки, пришли посылки и из Китая, и из России, и я уже по сложившейся традиции решил вам о них рассказать, при вас распаковать и, может быть, сразу даже что-нибудь попробовать сделать с ними. Первое, о чем хочу вам рассказать, это не посылка, это я купил в магазине и купил по старой цене, еще успел, последнее забрал. Это 4 трубных струбцины на 3/4 дюйма. Такой тип струбцин считается по праву, наверное, один из самых мощных, сила сжатия одной из самых сильных. И именно этот тип струбцин пользуется самой большой популярностью при склейке щитов. В комплекте идет 2 части струбцины. Первая с резьбой, которая подтягивает, вторая с лепестками-ограничителями. Первая часть накручивается на заранее приготовленную трубу с нарезанной резьбой 3/4 дюйма, а вторая часть просто одевается и с помощью этих лепестков фиксируется при зажатии струбцины. В данный момент я в собранном виде показать не могу, потому что заранее не приготовил эти отрезки трубы. Но в будущих проектах вы обязательно их увидите, потому что в планах делать и торцовые доски, и мебель из щита. В общем, планы грандиозные, так что обязательно их увидите. Конструкция у этих струбцин достаточно прочная и долговечная. Единственное, со временем протираются вкладыши, ограничители, вот эти 3 штуки, их нужно будет вынимать и подтягивать. Купил я их по 850 рублей, по-моему, или 860 рублей за штуку. Это, по-моему, старый завоз, и я думаю, что мне повезло купить их по старой цене. В комплекте также идут 2 резиновых вкладыша, чтобы не повреждать древесину во время затяжки. Интересно, что сколько я не видел, как пользуются этими струбцинами у мастеров на видео. Ни разу этих вкладышей не видел. Наверное, быстро теряются. Следующая покупка, которая не пришла ко мне по почте, это тепловой пистолет. Я его купил в магазине очень известной сети по продаже инструментов. На самом деле очень не хотел его покупать, потому что у меня уже есть тепловой пистолет, но я его куда-то при переезде засунул в какую-то из коробок и не могу его найти. Но впереди несколько задач для теплового пистолета, и я решил, что даже если найдется, ничего страшного, если будет 2. Тем более цена вполне приемлемая. Брал его по акции за 1300 рублей, очень недорого. Понятно, что компания не очень популярная, и по отзывам эта модель много у кого горит. Но я думаю, что если это брак, то он проявит себя сразу, сломается. Если повезет и пистолет окажется хорошим, он прослужит мне достаточно долго. Так как этот пистолет из начальной ценовой категории, присутствует только переключатель мощности на 3 тепловых режима. И регулировка силы потока воздуха в этой модели отсутствует. Зато в комплекте, как, наверное, у всех недорогих китайских пистолетов, есть куча всяких насадок. Одна из них для снятия краски. Когда ты реставрировал старый комод и решил с помощью фена снять старую краску. Но помучившись какое-то время, решил достать болгарку и с насадкой щеткой быстренько снял всю краску со всего комода. Так что, как и у всех, я думаю, судьба этих модификаторов лежать в коробке. Следующая посылка ко мне пришла из Подмосковья. Не так давно я для себя открыл обработку дерева маслом. Очень мне понравился эффект, который образуется после масла, как фактура проявляется у дерева под маслом, какие можно интересные цвета получать с помощью колеров. Очень мне полюбилась продукция марки Мартьянов. Я не первый раз у них уже покупаю. В этот раз я решил попробовать лазурь. Она отличается от других масел
глубиной пропитки. Если нужно заклировать, то лазурь для этого подходит больше всего, потому что у нее цена намного меньше, чем у масла. Еще я заказал себе тоже пробник, маленькую баночку масла для столешницы. Это масло еще сильнее защищает древесину и от механических воздействий, и от воды. Заказал пробники, но забегая вперед, скажу, что лазурь я уже попробовал и буду заказывать себе большую банку, потому что пользоваться ей очень удобно. Недорогая, расход очень маленький, можно экспериментировать. Масло для столешниц попробую на торцовочных досках, и вам потом обязательно расскажу, как оно себя поведет. Третья баночка из посылки – это воск. Подходит как для мебели, так и для посуды и для полов. В общем, достаточно универсальная штука. Очень здорово, что у нее обычная пластиковая крышка, потому что обычные жестяные банки очень тяжело открывать многократно. Приходится переливать в пластиковую посуду с обычной крышкой. На банке с воском и банке для масла для столешниц идут удобные крышки, и становится намного удобнее многократно использовать одну и ту же банку, откручиваешь и закручиваешь крышку без проблем, нежели с этими жестяными банками, которые постоянно надо там отвертками ковырять. У этих масел, помимо вот своих защитных свойств, есть еще одно преимущество – это приятный запах. Когда им покрываешь дерево, то в мастерской еще долго не выветривается приятный маслянистый запах, который нисколько не раздражает. Ну а самое главное преимущество, ради которого я и перешел на эти масла, это множество колеров, которыми можно колеровать как лазурь, масло и даже воск. Палитра колеров насчитывает несколько десятков, но также колеры можно смешивать между собой, чтобы добиться еще какого-нибудь интересного оттенка. В общем, горячо рекомендую. Ссылка на воски будет в описании к этому ролику. Следующая посылка прибыла уже из Китая. Маленькая полезная штука, которая добиралась до меня 2 месяца. Вообще иногда кажется, что чем меньше посылка, чем она легче, тем больше она идет. Не знаю, с чем это связано. В общем, это насадка на биту с встроенным магнитом, который помогает удерживать на бите саморез. Единственное, для этой насадки нужно биты с небольшой выемкой. Я думаю, в хозяйстве сгодится. Ссылка, если что, будет в описании. Следующая посылка тоже из Китая. Давно я ее жду. Это направляющая для моего будущего фрезерного стола. Если следите за моими видео, то заметили, что не так давно мне пришел лифт для фрезера. Он еще оказался с небольшим дефектом, что мне часть денег за него вернули. Так что потихонечку, помаленечку собираются все комплектующие для моего фрезерного стола. Сегодня пришел Т-трек. У него стандартные размеры, которые используются во всех станках, по которым ездят всевозможные толкатели, направляющие. В общем, эта направляющая у меня будет стоять перед фрезой. Скорее всего, закажу еще одну такую, чтобы разделить пополам, и уже по ней будет ездить параллельный упор. А может быть, для параллельного упора я сделаю направляющий с помощью фрезы, которая пришла ко мне месяц назад. В общем, вариантов события несколько. Здорово, что китайцы предусмотрительно просверлили отверстия, зазинковали и даже положили болтики. Следующая посылка – это фреза, чтобы врезать эту направляющую. Диаметр этой фрезы 30 мм, как раз подходит под ширину направляющей. И не придется ничего колхозить, одним проходом я в размер сделаю паз для направляющей. В дальнейшем этой фрезой, я думаю, можно будет выравнивать слэбы. Кстати, в комментариях подскажите, подойдет такой тип фрез для этой задачи. На этом сегодня все. Спасибо вам большое за внимание. Ссылки на весь товар из этого видео для удобства я размещу в описании к видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока!